Всем привет! Вы на канале Realistic PS. После множества слухов и новостей, которые мы обсудили по eFootball 2024, неожиданно мы получили подтверждение от самих Konami. И вчера состоялся официальный анонс обновления до eFootball 2024. Разработчики раскрыли некоторые подробности, которые ожидают нас вместе с этим обновлением, и когда его стоит ожидать. Поэтому нам есть что обсудить. Устраивайтесь поудобнее, поддерживайте это видео своим большим пальцем вверх, пишите комментарии для продвижения этого ролика и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Если вы помните, в одном из новостных роликов, опять же по 24 части, я высказывал свой скепсис по отношению к тому, что стоит ли ожидать вообще хоть какого-либо анонса, потому что ровно год назад подобных новостей по eFootball 2023 мы по сути не наблюдали. Однако в этом году Konami решили не отмалчиваться и заранее объявили, когда же стоит ожидать соответствующего обновления. Исходя из их официального пресс-релиза, которым они поделились на своем официальном сайте и в качестве уведомления, которое выскакивает в игре, обновление до eFootball 2024 стоит ожидать в районе середины августа, начала сентября. И на этот счет есть несколько мнений, поскольку, опять же, формулировка расплывчатая и не совсем понятно, что она из себя представляет. Будет ли это одно обновление, которое обновит все и сразу, или же нам стоит ожидать два обновления, или более того 3. Самое главное, которое обновит всю базу данных и которое состоится в конце августа, и уже где-то в сентябре и в октябре другие обновления с апдейтом оставшейся базы данных, но и обновлением некоторой графики. Ведь если вспомнить опыт 23 части, примерно так и было, когда в конце августа мы получили крупное обновление, и где-то в октябре добавляли оставшийся контент в виде обновления форм для некоторых команд, обновления трансферов, ну и так далее. Но факт остается фактом, что официальное обновление до eFootball 2024 состоится именно что в конце августа. Если до недавнего времени вы задавались вопросом, а что же будет с вашими монетами, ГПшками, карточками и всем тем прочим, чем вы обладаете на своем аккаунте перед обновлением до eFootball 2024, то разработчики спешат вас успокоить, ведь все это перенесется и в следующую часть тоже, без каких-либо изменений. Единственное, изменения могут коснуться разве что карточек, и то только по причинам, если игрок, который у вас присутствует в составе, перейдет в ту команду, которой в eFootball нет, и на основании этого его удалят из базы данных. В таком случае Konami обещают, что они возместят подобные утраты. И еще парочка моментов, которые отметили Konami, также касаются именно что удаления из игры. С обновлением до 24 части из игры пропадет система соответствия стилю. То есть, как вы все знаете, сейчас мы прокачиваем скиллы и соответствие тому или иному стилю. Быстрая контратака, длинная контратака, контроль мяча и так далее. В 24 части всего этого уже не будет. То есть, при прокачке игроков вам будет необходимо прокачивать только скиллы. Соответствие стилю больше не понадобится. И с одной стороны это неплохо, потому что у нас с вами появляется возможность заценить и другие стили игры и спокойно между ними переключаться. Но с другой стороны это опять же оказуаливание. Да, не сказать, что прям какой-то важный игровой аспект, но тем не менее тот же самый менеджмент, который заставлял задумываться, а стоит ли мне прокачивать один стиль игры или несколько? Стоит ли мне потратить очки на конкретный стиль или же вкачать все в скиллы? Такой выбор так или иначе, но присутствовал, теперь его не будет. Опять же, для кого-то это хорошо, для кого-то в лишний раз повод для того, чтобы поерничать о том, что игру оказуаливают. И я скорее отношу себя ко вторым. И уже менее значительная вещь. Konami сообщает, что при апгрейде стандартных карточек, которые вы покупаете за ГПшки, у них больше не будет меняться изображение. То есть, при прокачке стандартных игроков, 5-звездочных игроков, которые вы приобрели за ГП, у них менялось изображение. Такое было далеко не у всех, но это так или иначе происходило. Теперь же при прокачке стандартных игроков у вас больше не будет меняться изображение на этих карточках. Почему, как, Konami не объясняют, но просто ставят в известность. И на этом все официальные новости касаемо eFootball 2024 от Konami подходят к своему завершению. Стоит отметить, что разработчики подмечают, что вся ранее сказанная информация лишь предварительная, и более подробными новостями они поделятся чуть позже. А я уверен, там скорее всего появится какая-нибудь информация о режимах, лицензиях, ну и так далее. И поскольку перед августом у нас еще целый июль месяц, я думаю, что-нибудь интересное мы все-таки услышим. Ну а сейчас же предлагаю вам пройти в комментарии под этим роликом, что вы
вы думаете насчет всего услышанного? И не считаете ли вы, что игру постепенно оказуаливают? Такое мнение ходит уже давно, и последние действия разработчиков тому лишнее подтверждение, поэтому будет интересно узнать ваше мнение. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку так вы помогаете его продвижению, ну и соответственно продвижению канала тоже. Подписывайтесь на наш канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. На этом же у меня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока! Shaking that.